Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям, обрядам на 28 марта. Поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 28 марта. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую фразу, благодаря которой вы сможете привлечь все мыслимые и немыслимые блага в свою жизнь. И звучит она следующим образом. «Я принимаю благо Вселенной с радостью и миром в сердце. Истинно да будет так». Не забудьте вначале написать ваше полное имя. Еще раз. «Я, ваше полное имя, принимаю благо Вселенной с радостью и миром в сердце. Истинно да будет так». 28 марта православная церковь чтит память священномученика Александра Иерея в Сиде, который стал одним из ярких свидетелей христианской веры в период гонений при императоре Аврелиане. Его жизнь и подвиг служат великим утешением и вдохновением для верующих людей, а его мученическая смерть оставляет незабываемый след в истории церкви. Священномученик Александр, будучи иереем в Сиде, стал свидетелем своей веры во Христа во время жестоких гонений на христиан. При правителе он столкнулся с невероятными испытаниями и муками из-за своей верности Христу. Судя по преданию, Александр был подвергнут жестоким пыткам и истязаниям, но с удивительным терпением он перенес все муки, которые выпали на его долю. Поддерживаемый невидимой силой и внутренним утешением, святой Александр отказался отречься от своей веры, несмотря на все страдания. Его святая вера и жертва за Христа стала ярким свидетельством мощи и непоколебимости веры, способной преодолеть самые тяжелые испытания. По приказу правителя мученика Александра обезглавили. Однако великая правда и могущество Христовой веры стали явными, когда сам гонитель начал бесноваться и умер в неистовых конвульсиях после смерти святого мученика. Этот невероятный поворот событий стал свидетельством справедливого суда Божьего и победы духовной силы над физической. Поэтому жизнь и смерть святого Александра остаются великим источником вдохновения уже для современных верующих. Его пример преданности и терпения во имя Христа призывает нас к глубокой религиозной посвященности и крепкой вере в Бога, несмотря на все испытания и трудностями, с которыми мы можем с вами столкнуться в этой жизни. Также 28 марта православная церковь вспоминает святого Агапия и 7 мучеников, чья вера и стойкость во имя Христа принесли им мученическую смерть в городе Кесарии, Палестине, при императоре Диоклетиане. Их подвиг остается великим свидетельством верности и преданности христианским убеждениям даже в лице смертельных угроз. Во времена гонений на христиан, когда верующим приходилось сталкиваться с преследованиями и угрозами смерти за свою веру, святой Агапий и 7 мучеников отказались отречься от Христа даже в лице смерти. В один из языческих праздников, когда христианам требовалось принести жертву идолам, они отказались от этого, даже зная о возможных последствиях. 6 молодых христиан-юношей присоединились к святому Агапию и его слуге, готовые принести свою жизнь в жертву за свою веру. Их решимость и сила духа поразили даже правителя Урвана, который, несмотря на уговоры, не смог убедить их отречься от Христа. Мучеников заключили в темницу, где они пережили жестокие мучения, прежде чем были обезглавлены за свою веру. Их смерть стала светочем истинной верности и преданности Богу, а их подвиг стал великим примером для всех верующих. Память святого Агапия и 7 мучеников напоминает нам о великой силе и мощи веры во Христа. Их пример побуждает нас к тому, что мы также бесстрашно придерживались своих убеждений, даже если это будет означать столкновение с какими-то трудностями или преследованиями.
А вот в народном календаре 28 марта имел несколько названий, каждая из которых отражала различные аспекты этого дня и имела свое значение в народной мудрости. От древних времен этот день 28 марта ассоциировался с приближением весны и началом нового этапа в природе. Одним из таких названий этого дня это был Александр, День Александра. И это, скорее всего, отсылает нас к святому мученику Александру, который в православной традиции чествуется в этот день. Память о святом Александре напоминает нам о верности и силе духа в лице испытаний. Другое название этого дня – лесное ухажение, которое было связано с заботой о лесе и о природе. Это время, когда весна приносит первые признаки пробуждения природы, и люди готовятся к активному сезону лесной работы, уборки и подготовки почвы для новых посевов. Еще одно название этого дня – День Агапия. Вероятно, ассоциируется с памятью о святом Агапии, о мученике, который также чествуется в этот день. Помимо этого, 28 марта судили о весне, что подчеркивало значение как дня, когда люди наблюдали и оценивали природные изменения, которые были связаны с приближением весны. Кроме того, 28 марта является днем надежды, что уже зима уступает место весне, а природа пробуждается от зимнего сна. Этот день призывает нас к заботе о природе, к подготовке к новому сезону и встрече с изменениями с открытым сердцем и оптимизмом. Этот день нашими предками воспринимался как время для благодарности и уважения к лесу за его богатство и дары, которые он приносит людям. И главная традиция 28 марта заключалась в том, что люди отправлялись в лес, чтобы выразить слова благодарности лесу за его дары. Лес предоставлял людям грибы, травы, ягоды, дичь, которые играли важную роль в жизни человека. Посещение леса в этот день становилось своеобразным актом признания и уважения к его величию и щедрости. Во многих культурах также было принято обращаться с уважением к лесным духам или же духам природы, которые проживали в лесной глуши. Люди просили у них прощения за беспокойство, которое они могли причинить, и признавали их важную роль в сохранении баланса и гармонии природы. Для целителей и знахарей 28 марта становился днем сбора различных растений, которые использовались для приготовления снадобий и настоев. Лесные травы обладали особыми целебными свойствами, и их сбор в этот день считался особенно благоприятным. Также обращаем ваше внимание, что для наших предков именно этот день, 28 марта, который называется как Александров день, другое название лесное ухажение, который был тесно связан с природой и посвящен именно лесу. Еще раз повторимся, именно лес у наших предков имел огромное значение, потому что для нас сегодня лес это время, это место отдыха, да, для прогулок, но когда-то для наших предков он был кормильцем и поильцем. И богатство природы в лесу обеспечивало людям всем необходимым для поддержания здоровья и силы. Кроме того, кроме всего прочего, что лес давал ягоды, грибы, дикие травы, полезные коренья, которые использовались и в пищу, и как лекарства. Также лес предоставлял материалы для строительства домов, изготовления инструментов и кухонной утвари. Древесина была основным строительным материалом для домов, а также использовалась для создания мебели, посуды и различных предметов быта. Поэтому лес не только обеспечивал физические ресурсы для жизни, но и имел глубокое символическое значение для людей. Он был местом, где человек мог обрести покой и уединение, наслаждаться красотой природы и находить вдохновение. У наших предков лес ассоциировался с мудростью и таинственностью, силой и спокойствием.
В это время наши предки считали, что начинались так называемые волчьи свадьбы. Это период, когда волки активно проявляют себя в охоте и активничают. Поэтому громкий вой волков из чащи возвещал о начале именно этого периода. Согласно поверьям, если услышать этот вой и перевернуть подушку, то считается, что страх исчезнет, а также это символизировало защиту и безопасность. Давайте теперь поговорим о том, что нельзя было делать 28 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Согласно народным преданиям, главное, чего нельзя было делать в Александров день, это гулять по лесу. По мнению наших предков, это было связано с защитой лесного хозяйства, а также с соблюдением уважения к духам леса. Считается, что нарушение этого запрета может привести к встрече с лешим, хозяином леса в славянской мифологии. Кроме того, легенды предупреждали о возможных опасностях, которые могут подстерегать тех, кто нарушит запрет на прогулки по лесу. Это могло включать в себя возможность заблудиться, столкнуться с дикими животными, попасть в капканы или получить травмы. Встреча с лешим также считалась неблагоприятной, и она могла привести к неприятным последствиям. В связи с этими предостережениями, если была запланирована поездка на природу, рекомендовалось перенести ее на другой день или выбрать альтернативные места для прогулок, такие как парки, горы или озера. Это поможет избежать вам потенциальных опасностей и сохранить себя и своих близких в безопасности. Также, согласно народной мудрости, нельзя сегодня в Александров день засыпать на теплой подушке, иначе это может привести к бессоннице и беспокойному сну. Поэтому перед сном рекомендуется перевернуть подушку холодной стороной и засыпать на ней, чтобы обеспечить спокойный сон. В этот день не стоит бояться пересекать дорогу черной кошки. Наоборот, согласно народным приметам, она может принести удачу и прибыль. Поэтому встреча с черной кошкой в этот день считается достаточно хорошим знаком и может быть связана с приходом денег. Согласно старинным поверьям, в Александров день не рекомендуется чесать голову. Считается, что это может привлечь к себе мелкие неприятности и негативные события. Поэтому, чтобы избежать возможных неприятностей, лучше воздержаться от чесания головы в этот день. Еще один запрет был связан именно уже с мытьем головы. По народной примете, если нарушить этот запрет, можно ожидать разлуку с близким человеком. Это поверье призвано предостеречь людей от ненужных конфликтов или расставаний, которые могут произойти из-за нарушения этих запретов. Также, согласно старинным верованиям, в Александров день нежелательно выходить из дома без приколотой к одежде булавки, спрятанной от посторонних глаз. Это считается защитным амулетом от сглаза и негативного воздействия окружающих. Такой же амулет может быть признаком уважения к традициям и осторожности. Также в этот день нежелательно перебирать вещи в шкафу. По поверьям, это может привлечь большие расходы, а также тоску и безденежье. Кроме того, считается, что перебирание вещей в шкафу может напомнить о себе старых врагов. Тем самым вы привлечете негативную энергию, которая точно вам сегодня не нужна. Кроме того, в этот день, в Александров день, не рекомендуется делать спонтанные покупки. Иначе это может привести к тому, что удача в финансовых делах отвернется от вас, и вам придется столкнуться с финансовыми трудностями. Возможно, даже придется попасть в долг, поэтому подумайте 10 раз, стоит ли вам это. Далее, ни в коем случае сегодня нельзя выбрасывать волосы в мусорное ведро. Если вы это сделаете, то волосы будут выпадать в больших количествах и есть риск даже остаться лысым. Вместо этого рекомендуется выбросить собранные волосы в проточную воду, например, в унитаз, для того, чтобы избежать вот таких вот негативных последствий. Следующий запрет на этот день, друзья, 28 марта, это не рекомендуется кричать на собак. По поверьям, это может привести к потере верного друга. Вместо того, чтобы обращаться к собаке с громкими криками, лучше использовать спокойный и терпеливый тон. Также сегодня следует воздержаться и от ударов
по собаке. По преданию, такое действие может привести к тому, что собака навсегда исчезнет из вашей жизни. Также эти запреты напоминают нам о важности заботы и уважения к животным. Кроме того, в Александров день не рекомендуется вытираться материнским полотенцем. Это может привести к тому, что мать передаст свои болезни ребенку. Рекомендуется иметь отдельные полотенца для каждого члена семьи, чтобы избежать вот таких вот нежелательных последствий. Вот такой, друзья, важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться на этот день, 28 марта. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно пропишите «Я принимаю благо Вселенной с радостью и с миром сердцем. Истина да будет так». Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.